Я нахожусь в большом восторге и предвкушении, потому что до меня добрались Easy 700 MNVN в расцветке Blue Tint, а это уже 6-я расцветка этой модели. Релиз состоялся буквально недавно, а именно 5 июля по цене 18 тысяч рублей. В этом видео я сделаю распаковку, полный обзор модели, покажу, как она смотрится на ногах и по итогу скажу свое мнение об этой паре. Если ты на меня не подписан или только недавно наткнулся на мой канал, то я рекомендую тебе посмотреть мой обзор на EasyBoost 350 V2 в самой востребованной расцветке. А также у меня на канале есть видео, где я сравниваю оригинал с палью и ее же разрезаю. Так что переходи по подсказке сверху и подпишись на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ведь именно у меня на канале выходят обзоры раньше, чем у остальных на новые кроссовки, редкие модели или люксовые кроссовки от 60 до 100 тысяч рублей. Так что подписывайся и не пропускай. С тобой Адамов. Приятного просмотра. И сразу переходим к самому интересному. К распаковке. Easy 700 MNVN я купил на сайте Adidas в день релиза. Доставили мне их в таком паке за 2 дня. На коробке, а именно на ее фронтальной части, написано название модели. Сбоку расположилась размерная сетка. По поводу размера изики традиционно маломерят. При моем 43-м размере или US 10, здесь я беру US 11. Так было с EasyBoost 350 V2, точно так же и здесь. При создании модели производитель пошел по пути склейки деталей, поэтому не удивляйтесь при резком ударе запаха клея при первом открытии коробки. Если бы не покупка с официального сайта, я бы даже начал подозревать, что это паль. Итак, у меня расцветка Blue Tint, то есть голубой оттенок. И действительно, верх не выглядит чисто белым, он имеет легкий голубой тон. А в носовой части есть усиление носка прорезиненной деталью, которая как раз таки имеет более насыщенный голубой оттенок. В плане визуала я в большом восторге от этой модели, мне нравится их дизайн. Верх сделан из нейлона, сбоку крупный курсивный брендинг 700 из светоотражающего материала. Также светоотражающие компоненты находятся на носке, на пятке и на подошве. Здесь мягкий и плюшевый язычок с удобным вырезом, который отлично фиксирует ногу и ничего не натирает. Также здесь очень интересный вид шнуровки. Как видите, здесь нельзя просто взять и завязать шнурки. Для того, чтобы затянуть посадку, нужно потянуть за эту резинку, и тем самым вы затянете свою шнуровку. Соответственно, верхние дырки здесь выполняют исключительно визуальную функцию. Так как под резинкой можно увидеть сшитые шнурки, перевязать их не получится. С другой стороны, всегда можно обрезать их и вставить классические шнурки, и тогда верхние дырки уже не покажутся такими бесполезными. В пяточной части расположилась стойка пятки, которая не даст вашей ноге болтаться, как и насыщенная плюшевая набивка и интересный вырез на пятке. Внизу объемная 3D подошва, которая скрывает в себе полноразмерную, мягкую и технологичную межподошву Boost, которую я считаю одной из лучших для лайфстайл моделей. Дизайнерская подошва также вызывает у меня эстетическое восхищение. Впадины можно интерпретировать как начало ростков или капли. В общем, каждый может увидеть свою ассоциацию. Сам протектор имеет елочный рисунок с перпендикулярными линиями в носовой и пяточной части, что по итогу делает сцепление с поверхностью очень хорошим. Стельки Easy вытаскиваются легко, и так же, как в остальных моделях от Easy, на обратной стороне имеют объемный рисунок, тиснение и серию модели. Забавный факт. Я не знаю почему, но одна из особенностей отличия оригинала от пали – это изображение логотипа Adidas в виде трехлистника на обратной стороне стельки на пали. Так что мотайте на ус.
Вообще это забавная тенденция. Например, в EZ700 V3 хороший верх. Там использованы качественные премиальные материалы, но сэкономили на подошве. Вместо буста там обычная межподошва EVO. Здесь же ровным счетом наоборот. В подошве расположился полноразмерный буст, а наверху использован какой-то непрезентабельный нейлон. Он постоянно выглядит помятым, уставшим, что определенно портит вид. Несмотря на то, что мне очень нравится эта модель. Расцветка, посадка, их мягкость, ощущение от ходьбы, их просто не хочется снимать. У меня вопрос именно к материалу верха. К тому, как он выглядит, насколько он марки, износостойкий, что с ним будет через полгода активного использования. Поэтому явным фаворитом для меня в этой линейке остаются EZ700 V1 и V2, потому что там использованы качественные материалы как сверху, так и снизу. Например, взять модель Wave Runner. И тут у тебя может возникнуть вполне справедливый вопрос. Какой смысл говорить о Wave Runner, когда модель давно распродана, а если брать у перекупов, то цена достигает неадекватных 60 тысяч рублей, а то и выше? Но тут у меня есть для тебя ответ. Перевыпуск Wave Runner запланирован на 31 августа этого года. Поэтому я советую тебе запастись терпением и не пропустить этот дроп, который будет по цене $240. И, конечно, я хотел бы узнать, есть ли у тебя в коллекции эти красавцы EZ700MN и в какой расцветке. Если есть, то обязательно напиши о своем опыте в комментариях. Мне и другим будет очень интересно почитать о твоем опыте. Спасибо, что досмотрел этот ролик до конца. Я желаю тебе найти свою пару. С тобой был Адамов. Пока-пока.